Приветствую вас на YouTube-канале Дневник специалиста. Меня зовут Икрам, и в этом видео мы обсудим часто допускаемые ошибки при ремонте жилья и как их избежать, чтобы они не приводили к разочарованию и напрасно потраченным деньгам. Сегодня мы собрали примеры чужих упущений и надеемся, что знакомство с этим опытом принесет вам пользу. Конечно, на практике большой список промахов, однако есть набор наиболее часто допускаемых ошибок, и именно с ними мы и хотим вас познакомить. Будет много информации, но она, поверьте, стоит вашего внимания. Поэтому досмотрите это видео до конца, поставьте лайк этому видео, делитесь роликом в соцсетях и прямо сейчас подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Мы начинаем. Основной ошибкой, допускаемой при ремонте помещения, является экономия на привлечении дизайнера и попытка создать дизайн-проект самостоятельно, по картинкам из интернета, советам друзей и просто интуитивно. Потому что некоторым кажется, что разработка проекта – это простая задача, и она посильна каждому, даже тем, у кого нет знаний и опыта в этой сфере. На самом деле, в дизайн-проекте учитывают все – планировку стен, расстановку мебели, розетки и выключатели, подводку электричества и освещения, систему отопления и другие нюансы. По итогам ремонта, произведенного без дизайн-проекта, можно столкнуться с такими проблемами. Неудобно пользоваться мебелью и техникой. Межкомнатные двери и шкаф открываются не в ту сторону. Затемненность помещения. Сделали только центральное освещение или только точные светильники. И теперь в комнатах недостаточно света. Или наоборот, чересчур яркий свет, который нельзя отрегулировать. Предусмотрели мало розеток. Если розеток не хватает, приходится тянуть удлинители или пробивать отремонтированные стены, в том числе другие трудности. В итоге, чтобы исправить недочеты, приходится переделывать ремонт, а иногда и вовсе ломать все сделанное и начинать все сначала. А это означает затраты денег и времени. Поэтому оптимальнее будет изначально заказать правильный дизайн-проект, чтобы потом не пришлось страдать и переделывать ремонт. Или обратиться к специалисту за помощью хотя бы на уровне планировочного решения, так как это вполне доступно по цене. Еще одной распространенной ошибкой является неспособность просчитать бюджет, необходимый для ремонта. Зачастую это приводит к тому, что люди не осознают реальные сроки окончания ремонтных работ. Например, есть энная сумма, на которую люди планируют сделать ремонт, однако не хватает только на определенную часть работ. Получается, что заказчикам придется потратить какое-то время, чтобы накопить или найти нужную для продолжения ремонта сумму. Поэтому, чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо заранее иметь точный расчет бюджета на ремонт, включающий резерв на непредвиденные расходы. Часто на практике встречаются нарушения так называемых чистой и грязной зон или распределение функций помещений с нарушением приватной и гостевой зоны. В первом случае собственникам приходится ходить в комнату через участок квартиры, где они раздуваются, так как планировка решена таким образом, что, по моему мнению, является планировочной ошибкой, и можно исправить даже в уже существующих планировках. Что касается приватной и гостевой зоны, то ошибкой тут будет планировать гостиную в глубине квартиры. Тогда припозднившие гости будут нарушать покой других членов семьи. То есть гостевую комнату стоит определить в зоне, ближней к выходу из квартиры. Не всегда учитывают, что даже для всякой мелочи нужно достаточное количество мест хранения. Что касается прихожей, то там не всегда есть возможность разместить место для хранения сезонной одежды и других вещей. И гардеробные шкафы иногда устанавливают так, что это создает неудобства в прихожей. Поэтому, если позволяет размер площади, будет оптимальнее предусмотреть отдельное помещение для хранения вещей. При ремонте квартир часто не учитывают степень освещенности в помещениях от люстр, количество электрических розеток и выключателей, а затем приходится везде тянуть удлинители и ставить тройники. Что касается розеток, то можно сказать, что нынче люди пользуются огромным количеством электроприборов и девайсов, и часто в квартирах не хватает розеток для всего перечня устройств, что является одной из самых неприятных ошибок. Кроме того, зачастую не предусматривают розетки под технику, которая появится со временем. На момент ремонта, возможно, нет посудомоечной или сушильной машины, бойлера на случай отключения горячей воды или компьютера в детской. Но со временем вся эта техника может появиться, и для нее тоже потребуются розетки. Исправить эту ситуацию можно, сделав резервные розетки с каждой стороны стены. И, конечно, ставить неординарные розетки.
Еще лучше предусмотреть сценарии. Например, когда ложитесь спать, надо выключить свет рядом со спальным местом. То есть думаем, как это удобнее сделать. Самим продумать все моменты сложно, поэтому лучше разработать дизайн-проект, где будут предусмотрены все необходимые нюансы и в нужных местах. Уделю немного времени основным больным моментам, о которых часто говорят. Например, подумали, где нужны розетки, но забыли о мебели. И теперь часть нужных розеток закрыты диваном или шкафом. Или сделали одинарные розетки, и теперь в каждую еще вставлен тройник. Также встречается, что сделали розетки как надо, но не сделали дополнительные на случай, если будет перестановка. Через какое-то время переставили мебель, и теперь розеток не хватает. Бывает и то, что иногда не делают дополнительные проходные выключатели в длинном коридоре, чтобы лишний раз не ходить туда-сюда. И так можно продолжать и продолжать до бесконечности. Более того, важно отметить и то, что застройщики также часто экономят на установке автоматов для электрощитков, что может создать проблемы при использовании большого количества электроприборов. Часть ошибок, допускаемых при ремонте квартир, связаны также с незнанием законов. Например, некоторые стараются использовать каждый квадратный метр и нередко незаконно объединяют кухню с балконом или лоджией, разобрав стену. Естественно, дальше могут возникнуть негативные правовые последствия. Но даже если и рискнуть, сделать незаконную перепланировку и присоединить, например, балкон, нормально использовать эту зону не получится. Ставить туда мебель рискованно, потому что балконная плита не рассчитана на большую нагрузку. Там всегда прохладно, даже с утеплением. Из-за этого падает температура по всей комнате. Также могут возникнуть и другие неприятности. Поэтому не связывайтесь с незаконной перепланировкой. Или до начала работ обсудите риски с юристом. Если хотите расширить площадь комнаты, то стоит обратиться в компанию, которая выполняет проектные работы. И эта компания подготовит техническое заключение, возможно ли сделать подобную перепланировку. Порой пытаются незаконно внести изменения в несущие конструкции здания, сверлят отверстия, делают проемы в стенах без соответствующего расчета и согласования, но не учитывают, что несущие стены являются общедомовой собственностью. Они принадлежат не одному жильцу, а всем жителям, так как служат опорой всему зданию. И очень печально, что не принимают во внимание, что такая ошибка грозит как минимум юридическими последствиями, как максимум разрушением дома. Незаконные изменения в несущие конструкции, как правило, никто не замечает до поры до времени. Никто не интересуется, что делают соседи во время ремонта у себя дома. С этим нельзя шутить и рассчитывать на авось пронесет. Правила безопасности еще никто не отменял. Был случай, когда жилец верхнего этажа просверлил достаточно большое отверстие для установки вентиляционного оборудования на чердаке. Управляющая компания пыталась добиться в досудебном порядке, чтобы жилец прекратил это делать, но он отказался. В итоге обратилась в суд, который встал на сторону управляющей компании, и жилец выплатил компенсацию в несколько сотен тысяч рублей. Вот к чему привели незаконные действия, что изначально было вполне предсказуемо. Во время ремонта часто забывают про слаботочную систему, например, о кабелях для интернета, кабельного телевидения, спутниковой антенны, а в итоге они потом валяются по всей квартире. Если заранее грамотно все продумать, то эти провода соответствующим образом можно спрятать, в том числе выводы под домофон, видеофон, систему безопасности и пожаротушения. В этой связи закономерно будет делать план электрики и учитывать в нем разводку кабелей. Расскажу 3 реальные истории, когда заказчики выдавали предоплату за работу. Первое. Рабочий слезно просил оплатить работу авансом, потому что нужны деньги на лекарства и обещал все отработать. Получив аванс, сами понимаете, что случилось. Второе. Мастера устанавливали двери, получили деньги за часть работы, остальную работу доделывали очень долго. Приходилось их уговаривать. Ну и третий случай. Ремонтник попросил выдать аванс за работу, потому что были нужны деньги на кредит. После этого пропал на 3 недели. Говорил, что арестовали за хулиганство, потом он болел, потом болела мама, потом сломалась машина. Когда наконец-то согласился доделать работу, сказал, что нет денег на бензин, просит перевести в счет будущей оплаты. Лекарством от этих всех болезней будет не выдавать аванс и не оплачивать часть работы, которую не доделали, и производить поэтапную оплату, если определенная часть полностью закончена.
Чтобы сэкономить на ремонте, люди часто отказываются от звукоизоляции, а затем ненавидят своих соседей и приходится слушать хэви-метал. Во время ремонта, особенно в новостройках, вы можете не слышать соседей, потому что их или еще нет, или они тоже заняты ремонтом, или шумят в то время, когда вас нет. А затем въехать в квартиру и слушать каждый стук и даже телевизор. Поэтому, если есть возможность, лучше делать звукоизоляцию. Мы рассмотрели частые ошибки при ремонте помещения, но подводных камней и нюансов гораздо больше. Например, это перенос мокрых зон, сделать теплые полы не там, где надо, незнание материалов, неучет возможностей гальванической коррозии, закрытые коммуникации, счетчики, щитки, сифоны, вентили, нарушение кухонного треугольника, то есть не удаление друг от друга холодильника, раковины и плиты, в том числе создание рабочей зоны на кухне менее 60 см и так далее. Продумывать мелочи следует заранее, ориентироваться в коммуникациях нужно хорошо, иначе можно совершить дорогостоящие ошибки. Ролик подошел к концу, не забудьте поставить лайк этому видео, делитесь роликом в соцсетях, обязательно подпишитесь на канал и оставьте свое мнение в комментариях. До новых встреч!